Рада приветствовать вас на своем канале. Я Светлана. Мой сад находится в Киевской области, это Украина. 5-я климатическая зона, 5Б. Начиная с середины мая мой сад раскрасится невероятными расцветками. В этот период цветут рододендроны и азалии. Приглашаю вас полюбоваться на них. В моем саду растет уже 9 штук рододендронов и азалий. Сейчас мы их все увидим. Расскажу кратко об уходе за этими шикарными цветущими кустарниками, как их поливаю, какие растения-компаньоны у моих рододендронов и азалий, как надо удалять отцветшие бутоны, и увидим каждый сорт близко-близко. А еще познакомлю с моим помощником Шмелем, который помогал мне в съемках, как только расцветает очередной сорт рододендрона, и я иду снимать. Он тут как тут. Наверное, любитель камеры. Обзоры сортов я сделала только 2. Остальные еще в работе. Эти 2 можно посмотреть в ссылках в описании к этому видео или в плейлисте на канале Рододендроны. Все сорта своих рододендронов и азалий я подписала. Возможно, вы выберете себе в сад какой-нибудь из них. Ну что, идемте. Это новинка этого года. Рододендрон Silver Lady. Пастельно-розовые цветы с уходом в белый постепенно. Цвет бело-розового зефира. Листик у него интересный, как кожаный, с замшевым отворотом. Посажен всего пару месяцев назад. Цветения, конечно, хотелось бы большего, но большее будет в следующем году. А это мой любимчик Рододендрон Германия. О нем как раз есть видеообзор. Как только он появился в моем саду и зацвел, я поняла, эти кустарники все мое. А вот и Шмель уже, наш помощник, прилетел. Когда он зацвел, этот цвет прямо резал глаз. Совершенно без всякой корректировки вот такой цвет у этого рододендрона. Часто спрашивают, в чем же разница между рододендронами и азалиями. Рододендроны остаются с зелеными листьями круглый год, а азалии могут оставлять часть листвы или полностью сбрасывать ее, а весной наращивать новую. Все это зависит от сорта и от того, какая у вас была зима по температуре. И рододендроны и азалии можно сдерживать в росте формировочной обрезкой молодых приростов, а можно отпустить в свободное плавание и любоваться цветущим огромным зонтом, небольшим деревом. Все зависит от того, где он у вас посажен и сколько места вы ему оставили. После цветения моя теневая клумба с рододендронами смотрится красиво благодаря хостам и садовой гвоздике. Мне такое сочетание очень нравится. А это вторая новиночка моя в этом году. Рододендрон Перси Вайсман. Очень красивый. Цвел, к сожалению, тоже не сильно обильно. Держал интригу до следующего года. Раскрывается таким розовым, а потом становится сливочно-пломбирного цвета. Так вот, белый цвет гвоздики делает сад праздничным почти 3 недели. И на фоне темной зеленой листвы рододендронов очень выигрышно смотрится. А еще украшает листва хост. Играет красками голубыми, белыми, зелеными, как бы перешептывается с рододендронами о своих растительных секретах. Вот такие у меня компаньоны у рододендронов. Еще очень красиво они смотрятся на фоне хвойных.
Это беспроигрышный вариант, конечно. Где сажать рододендроны? У меня они посажены в полутени. Солнышко освещает их часа 4 или 5 в защищенном от ветров месте. Если посадить в глухую тень, они, конечно, будут чувствовать себя хорошо, но цвести очень-очень скромно. Смотрите, какой красавчик. Рододендрон якушиманский металлика. Темно-темно-фиолетовый с крапом с таким. Красив. И наш шмель опять прилетел. Попадает в камеру. Так вот, если посадить рододендроны в глухую тень, они будут цвести очень-очень скромно. Поэтому подумайте. Главное, чтобы не было сквозняков и не продувался, как туннель. Азалии я посадила на полном солнце. У меня везде проложен капельный шланг, поэтому они себя чувствуют хорошо, и рододендроны, и азалии. На фоне хвойных, смотрите, как красиво играет. Почва у нас слабо кислая, и вообще рододендроны, в зависимости опять же от сорта, некоторые и в обычную можно сажать. Есть и такие сорта уже даже. У нас в саду слабокислая суглинок. И это как раз любимая для рододендронов. Я показывала посадку одного из своих новых рододендронов. Можно посмотреть видео. Можно использовать покупной грунт специально для этих цветущих кустарников, если у вас почва не подходит к ним. Или как вариант вообще посадить их в кашпо. Рододендрон Каннингем Уайт. Покупала его очень маленьким, 2,5 года назад. Малюсеньким кустиком уже нарос. Скоро догонит своих соседей. Так вот, рододендроны, если у вас почва не подходит, можно посадить в кашпо со специальным грунтом. Только будьте очень внимательны и следите за поливом. Я еще свою почву подкисляю хвойным опадом и мульчирую. Удобрения использую комплексные весной, а позже по листу пару раз плантофолом перед самым цветением. Азотом перекармливать их вообще нельзя, потому что они могут сильно напитаться азотом, скажем так, и зацвести осенью, в начале сентября, а для рододендронов это крайне нежелательно, повторное цветение. Оно ослабляет растение и плохо перенесет зиму. Может или перемерзнуть, или даже заболеть. Это мой помощник, помогает показывать. Рододендрон, по-моему, розовым элеганс. Пропустила название, уже подписала. Это цвет такой лавандовый. Если передает видео, нежно-лавандовый цвет цветка. Очень красиво в этом году цвел. Все рододендроны в ширину больше, чем в высоту. Куполообразная крона у них. Я уже говорила, можно обрезкой формировать. А это моя новиночка Азалия Маджента. Как граммофончики двухцветные. В середине цветочек почти белый, а снаружи темно-розовый, чуть-чуть с фуксиевым. И очень красиво с садовой гвоздикой. Такое сочетание фееричное. Посмотрела, я прям угадала так. Рододендроны и азалии очень любят полив. И особенно дождевание по кроне.
Ну, не стоит, конечно, заливать их с утра до вечера. Почва должна быть хорошо дренирована, чтобы в луже он не стоял. Следите за поливом и сильно мульчировать еще рододендроны тоже не стоит. Может развиться грибок на растении. Все в меру. Особенно следите за влажностью грунта в середине лета. Именно в это время они закладывают цветочные почки на следующий сезон. Я сказала, у меня везде лежит капельный шланг. Но хотя бы раз в неделю летом я проливаю из лейки отдельно и рододендроны, и азалии. После того, как цветы начинают вянуть, я их удаляю. Можно просто прокрутить по часовой стрелке или против и отломать. А можно секатором или ножницами отрезать, чтобы растение не тратило свои силы на продолжение рода. Семена не закладывала. Азалия Гибралтар. Очень яркая, оранжевая. У нас, смотрите, мне она похожа на китайскую розу немножко, на домашний цветок похож. У нас очень много сосновой пыльцы. И сейчас будет видно, вот она как припыленная прямо вся. У нас вокруг сосновый лес. И в пыльце она. А это азалия кермезина роуз. Очень обильно цветущая и ароматная. На солнышке растет. Так вот, удалять отцвевшие цветы надо очень осторожно, потому что сразу под цветами расположены новые цветочные почки и будущие побеги. Смотрите, аккуратно. Один отломайте цветочек, и вы увидите там почки под цветами сразу расположены. Это азалия листопадная. Я уже говорила, что осенью очень красивая, у нее темно-бордовая листва. Я считаю, что рододендроны и азалии это самые неприхотливые растения. Особых хлопот у меня с ним никаких нету. 1 или 2 раза за сезон обрабатываю от вредителей и пару раз от болезней. Вот такая яркая красота. Оставила им по 1,5 метра во все стороны, чтобы разрастались. Я их пока не формирую. У меня все о моих красавцах. Напишите в комментариях, какие у вас есть сорта рододендронов и азалий. Поделитесь, как вы ухаживаете за ними. И не забудьте поставить лайк нам со шмелем.